Всем привет! Все помнят замечательный, на мой взгляд, Galaxy Tab S6 Lite, который вышел в далеком 2020 году. Стоит отметить тот факт, что планшет оснащен большим 10,4-дюймовым экраном в тонком и легком корпусе, интерфейсом One UI 2 и электронным пером S Pen прямо из коробки. Так вот, компания Samsung Electronics сегодня представила в Европе обновленную версию данного планшета. Название ему Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 года. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Первое, что хочется отметить, улучшенная модель Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 перешла с Android 10 на Android 12 с оболочкой One UI 4.0 прямо из коробки. А это нам дает новый интерфейс, уникален с точки зрения функции прозрачности и конфиденциальности. При включении функции конфиденциальности вы можете легко проверить, когда и где использовались ваша камера и микрофон. Вы также можете настроить свое устройство, используя палитру цветов, в которую входят ваши любимые цвета. То есть действительно настроек очень и очень много. Есть в чем, можно сказать, поковыряться. Также самым заметным аппаратным новшеством стал переход с Exynos 9611 на Qualcomm Snapdragon 720G. А это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 24 января 2020 года. И изготавливается по 8-нанометровому техпроцессору. Он имеет два ядра Creo 465 Gold, Cortex A76 на 2 и 3 и 6 ядер Creo 465 Silver, Cortex A55 на 1,8 ГГц. В оснащение входят 4 гигабайта оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 гигабайта, который можно дополнить картой microSD, что в наше время очень хороший результат. Планшет оснащается 10,4-дюймовым IPS экраном с разрешением 2000 на 1200 пикселей. Напоминаю, тут кристаллы поворачиваются в одной плоскости, что обеспечивает высокое качество изображения. Что касается цены, то производство и ремонт IPS экранов обходится дешевле, чем OLED, поэтому они более распространенные на данный момент. Гаджет может похвастаться аккумулятором емкостью 7040 мАч и стереодинамиками AKG с поддержкой Dolby Atmos. Напоминаем, эта технология объемного звука, разработанная компанией Dolby Laboratories. Она расширяет возможности существующих систем объемного звука, добавляя каналы высоты, что позволяет интерпретировать звуки как трехмерные объекты. Вот так все сложно. Поддерживается фирменный стилус S Pen, а это нам дает создание заметок на выключенном экране, перевод слов и текста с иностранного языка, копирование фрагмента текста с любого приложения или даже части интерфейса системы, создание скриншотов экрана со своими пометками, рисование с использованием, конечно же, различных кисточек и других инструментов. То есть действительно S Pen очень стоящая вещь и нужно. Многие люди покупают именно гаджеты с S Pen. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 года предлагается для предварительного заказа по цене 400 евро. За версию
4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной флеш-памяти. Поставки начнутся 23 мая. Ну что же, ребята, на мой взгляд, во-первых, начнем с того, что сейчас планшеты вообще никому, по сути, не нужны. Есть планшеты среднего сегмента, есть планшеты бизнес-сегмента, так называемого. И вы должны понимать, что все-таки флагманские планшеты стоят, очень и очень дорого. Это, конечно же, компания Apple и это, конечно же, компания Samsung. Да, есть и Realme планшеты, есть и Xiaomi и так далее, но вы должны понимать, что все-таки сейчас конкурентов в данной сфере только два. Это Apple и Samsung. То есть эти две компании всегда между собой, можно сказать, боролись и выпускали все лучше и лучше свои гаджеты. Так вот, на мой взгляд, планшеты, по сути, сейчас вымирающий вид. Почему? Объясню. Потому что, во-первых, у всех есть смартфоны. Все используют свои смартфоны на работе. То есть вы взяли ваш гаджет, а сейчас, как вы знаете, смартфоны, минимум идут с диагональю экрана на 6,5 дюйма. Почему-то так сложилось. Сейчас в наше время непростое. Так вот, вы, можно сказать, положили смартфон в карман, когда вам нужно, вы можете достать смартфон и посмотреть фильм. Покупать планшеты из-за того, что есть поддержка S Pen. Что это такое? Это очень и очень нужная вещь. Это электронное перо, которое вы можете использовать для создания заметок и так далее. Но в основном данное перо используют, чтобы рисовать. Графический планшет, можно сказать. То есть вы можете использовать данный планшет как графический. Это очень круто. Некоторые люди ищут все-таки сейчас на рынке именно такие планшеты. Тем более данный планшет бюджетный. То есть вам не нужно тратить 800 евро за топовый планшет от компании Samsung и получать S Pen. Да, конечно же, там будет более продвинутый планшет, но все-таки, на мой взгляд, вот это обновление 2022 года достаточно неплохое. И тем более тут IPS-экран. Как вы знаете, IPS-экран предпочтительнее к покупки всевозможным видео и фоторедакторам, потому что он все-таки показывает нам естественные цвета. То есть AMOLED-экран все-таки приукрашивает цвета на планшете. Тут все на высшем уровне. OLED-экран, на мой взгляд, нужно покупать, если вам важно качество все-таки картинки, то есть яркие, такие сочные цвета, например, поиграть в игры, то только OLED-экраны. А если вам важна естественность цветов, то покупайте, конечно же, IPS-экраны. И второе, это, конечно же, аккумуляторная батарея на 7040 мАч. Это достаточно неплохое решение для планшетов. То есть вы должны понимать, что 2 суток данный планшет проживет легко, просто легко. Про S Pen я вам сказал. На мой взгляд, планшет действительно заслуживает внимания. Какой он получится, узнаем чуть-чуть попозже. С вами был канал Первый Обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.